Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Счастлива ли она без вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Смотрите, в вашей жизни произошло такое событие, которое, можно в каком-то смысле даже смертью сравнить. Такая маленькая смерть в вашей жизни. Сейчас давайте уточним, с чем это связано. Это глобальные, серьезнейшие перемены в вашей жизни. Это может быть связано у кого-то, это потеря семьи, у кого-то это потеря работы. Причем это довольно такие судьбоносные перемены. Я вам скажу, что вы деньгами очень сильно умеете распоряжаться. Причем вы распоряжаетесь настолько умело, что, в общем-то, любая женщина может вам позавидовать. Вы также очень сильно в своей жизни, подвергаетесь, что ли, манипуляциям, если можно назвать таким словом, да, вот именно подвергаетесь. Это может быть и чрезмерная какая-то доверчивость ваша, чрезмерная доброта. Это может быть как раз связано именно с финансами. Вот именно в финансовых вопросах вами легко манипулировать. Кто почему вами манипулировал? Эта женщина вами очень сильно манипулировала. У кого-то может проигрываться и сейчас, да, вот если женщина есть рядом с вами. У кого-то это бывшая ваша женщина, которая, довольно сильно манипулировала именно касательно денег, касательно каких-то вот материальных ваших достатков, да, может быть, с помощью вот этих, знаете, женских штучек, женских уловок подлизывалась, сюсюкалась, чтобы достичь там каких-то подарков, получить подарки, да, в таком плане. Причем с этой женщиной, которая вами манипулировала, либо же сейчас вот манипулирует, да, может быть, кто-то сейчас еще находится в отношениях, поскольку у нас общий расклад, вы довольно в таких непростых отношениях были, либо же сейчас вот кто живет довольно непростые отношения, я бы сказала, что здесь крах отношений однозначно. Здесь проигрывается ситуация такого довольно серьезного, в общем-то, неплохо обеспеченного мужчины, но довольно одинокого. Вот я не могу сказать, что вы сейчас находитесь в состоянии какой-то любви, влюбленности, да, абсолютно не вижу. Есть некоторая жесткость, есть такая вот, знаете, очень целенаправленная ориентация именно на заработок. Вот вы сейчас очень целеустремленно именно свою энергию направляете на деловую сферу, не на отношения. Вот женщин я не вижу в данный момент от слова совсем, но за исключением тех, кто вот еще могут быть, да, женщина, у кого рядом еще есть отношения, да, поскольку это общий расклад, еще раз повторюсь. Кто сейчас в отношениях пребывает, ребят, там у вас довольно сложная ситуация с женщиной, но сейчас мы не будем вас отдельно разбирать. Я просто скажу в двух словах для тех, кто сейчас еще в таких вот токсичных отношениях пребывает, то сейчас вы с женщиной, о которой вы много чего не знаете, женщина, которая много чего утаивает, и женщина, с которой у вас могут быть еще очень сильные такие баталии, скандалы и очень неприятные ситуации. Поэтому, рядом с вами я могу сказать, точно не любящая женщина. Итак, мы не будем останавливаться именно на тех, кто сейчас в отношениях, у нас немного на другое ориентирован расклад. Смотрим дальше. Смотрите, вы человек еще такой... Я вот не могу сказать, что вы вообще по природе, что с вас можно вить веревки. Но вот именно с женщинами, вот опять же, у нас уже было недавно такое в раскладах, вот вы как будто таете, вы поддаетесь на ее уловки, вы на что-то закрываете глаза, да, просто потому что вы любите, просто потому что это более слабая женщина, да, вы где-то уступаете, на что-то не обращаете внимания и потом попадаете опять же в эти все ее сети.
сети каких-то уловок, сети манипуляций, сети обмана. Отсюда и все вытекающие последствия. То есть кардинально поменялась ваша жизнь, кардинально поменялись, может быть, даже работа. У кого-то могла еще из-за этого, вот из-за вот ваших личных перипетий, могла поменяться даже, ну я не знаю, там место проживания, прописка, то есть все, что отсюда идет. Плюс, вот я вам скажу, что вот реально в вашей жизни произошла ситуация, но это, скорее всего, с женщиной связано, это как вот маленькая смерть, которая вас убила, которая вы пережили вот этот период, да, вы пережили, мы сейчас не будем об этом очень долго говорить, но то, что такая трансформация в вашей жизни, это 100%. У каждого это будет свой жизненный этап, да, но именно то, что это была очень сильная травма, очень резкие перемены в вашей жизни, это однозначно. Теперь давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Будем смотреть, насколько она счастлива или нет без вас. К нам пришла женщина, с которой вы расстались и которую вы любили. Вот вы настолько ее любили, что, ну, у меня почему-то ассоциация только с фильмами, с книгами, да, вот про любовь. Вы настолько вот чисто искренне любили ее, чисто вкладывались в нее, вот от души вкладывались. Если вы что-то делали, если вы что-то дарили, да, покупали, все свое время, силы тратили, но это было настолько от души, настолько это было все, ну, на 100%. С ней вы расстались довольно болезненно с ней. Я не могу сказать, что она сейчас находится в таком выигрышном положении абсолютно. Причем вот этот разрыв, который между вами произошел, но он точно так ударил и по ней. Давайте уточним, почему он по ней ударил, да, вот если она, допустим, накосячила. Почему он ударил по ней? Во-первых, она поняла, что она сама разрушила свою семью. Она поняла, что больше вы ее к себе не подпустите на пушечный выстрел. Это может быть еще понятно, вот допустим, если вы сейчас общаетесь с ней, то она по манере вашей общения может понимать, что вы так агрессивно настроены, либо же это видно, что вы не очень хотите с ней общаться, что вам не очень приятно с ней общаться. Ну, то есть она понимает, что она своими руками разрушила семью, она понимает, что она оказалась совсем не в шоколаде, она не в плюсе, а в минусе оказалась. Я не вижу у нее счастья в личной жизни абсолютно. Поэтому это человек, который, знаете, она и вашу жизнь в каком-то смысле разрушила, и свою жизнь разрушила. Так, давайте-ка посмотрим. Вот жалеет она все-таки, что из-за нее разрушились отношения. Давайте посмотрим, жалеет ли она об этом. Она не жалеет. Она жалеет единственное, что она не может найти новую любовь, она не может найти нового человека, который любил бы ее так, как любили вы, и так бы отдавался, да, так бы денежки отдавал, причем стабильно. Вот у нас четверка пентаклей, да, которая нам говорит о какой-то стабильности, да, о наличии постоянных денег, да, когда хочется иметь стабильный такой финансовый доход, который вы давали, и ту любовь, которую вы давали. Вот у нее сейчас идет хроническая нехватка любви, вот какой-то нужности, да, состояние нужности и финансовая стабильность, это у нее сейчас две такие проблемы. Она, конечно же, не думала, что у нее так получится. Вот она, знаете, сейчас пребывает в таком каком-то ожидании, что ли, когда наконец-то у нее появится мужчина, который будет ее любить. И любить, причем, ну так, знаете, вот, ну сродни, как вы, наверное, любили. Причем любить не просто так, а еще и давать денежки. Вот она любит очень обеспеченных мужчин. Ей нужно два в одном. Вот она не ожидала, что все так сложится, как у вас сложилось. Она думала, что несмотря ни на что, все равно где-то вот есть какая-то лазейка, чтобы вас вернуть, да. Она не думала, что вы вот так ее обрежете, да, вот
по вашему, знаете, даже, я думаю, выражению лица она понимает, что все, назад дороги нет. Поэтому ей хочется, если не вас вернуть, то, по крайней мере, ей хочется найти такого же, ну, подобного вам. Но у нее это абсолютно не получается. И такая, знаете, у нее какая-то ситуация неопределенности. Вот я не вижу абсолютно у нее счастья в личной жизни. Я не вижу у нее... вот ей деньги, деньги. Вот посмотрите даже, да, вот у нас и дама Пентаклей. Ей нужны деньги, ей нужен любящий, но денежный мужчина. То есть она не будет заморачиваться на каких-то малообеспеченных мужчин. То есть, если есть любовь, но денег нет, это не к ней, это однозначно. Дама очень продуманная, дама, любящая подарки, да. Дама, которая шага не ступит без выгоды, это все о ней. Поэтому вот сейчас я у нее счастья не вижу, да, вот абсолютно я у нее не вижу счастья. Да, ей хочется, ей приходится впахивать, вот ей приходится зарабатывать и как-то вот тянуться самой, чтобы какую-то денежку заработать, потому что, ну, нет у нее такого спонсора, каким были вы. И отсюда вот у нее как бы вытекающие последствия, у нее появились в связи с этим, ну, в связи с отсутствием такого вот спонсора, тем более спонсора, который еще и любил бы ее, у нее некоторые страхи и комплексы начинают появляться. Страх того, что она останется одна, страх того, что у нее могут быть серьезные проблемы с финансами, а ей бы этого ой как не хотелось. Дама, которая сейчас, вот эта, да, о которой мы сейчас говорим, эта дама вынуждена сейчас себя в некоторых вещах ограничивать, поскольку она не может себе позволить много чего. У некоторых может даже проигрываться, что у нее есть какие-то вот финансовые, да, проблемы, что она вынуждена экономить, именно вот складывать копеечку к копеечке, ну, чтобы прожить элементарно. Также может проигрываться, что она начала заглядывать в рюмку чая из-за этих всех проблем, да, вот, потому что как-то жизнь не складывается, с финансами нехватка, с любовью, с жезлами тоже нехватка. Поэтому о каком счастье здесь можно говорить? Вот о каком? Абсолютно я не вижу здесь радости какой-то, абсолютно у человека. Да, здесь периодически случаются романы, здесь бывают мужчины, но это все насколько быстротечно, это какие-то такие легкие отношения. Люди, которые сходятся, но именно вот, ну, я бы это назвала на интимном таком, интимной подоплеке, что ли, да, вот именно единственный интерес у них почудить, пошалить, да, вот провести время, и на этом все заканчивается. Мужчины очень даже, ну, я бы это назвала, настороженно относятся к ней, как-то вот не хотят мужчины вступать с ней в серьезные отношения. Почему не хотят? Вот мужчины, больше даже мужчины ее бросают. Это своего рода даже бумеранг. Потому что они видят ее продуманность, они видят то, что она очень ориентирована на деньги, человек, который, ну, не может без выгоды. Поэтому ее и бросают, да, вот у нас по башне, у нас падает постоянное у нее разрушение этих вот даже маленьких, коротких, но отношений. То есть она даже для романов, она не может найти себе такого, чтобы вот стабильный был, да, вот серьезный какой-то человек. Вот нет, она не может романы перевести в отношения. Вот на уровне вот этих таких примитивных животных инстинктов, так сказать, на этом у них все отношения и заканчиваются. Поэтому вот как резюмировать, да, человек абсолютно несчастлив. Я думаю, вы это и сами уже поняли. Человек не чувствует себя ненужным, нелюбимым. Человек очень продуманный, корыстный, которого, ну, эту женщину даже мужчины не ценят. Вот используют ее, ну, извините, как помойное ведро какое-то, да, вот такое сравнение. Не хочу никого обидеть, но тем не менее. По-другому я, ну, таких женщин не могу назвать. Поэтому кто из вас еще как-то теплит, может быть, надежду на то, что сойтись, да, что-то все может что-то измениться в ваших отношениях?
Но я не вижу абсолютно ни ее рвения, чтобы как-то наладить с вами отношения, да, ни того, что она поменяется. Мало того, что я уже не раз говорила в своих видео, что человек, в принципе, не меняется, да, вот люди не меняются. Они могут просто из-за своей выгоды носить эти маски, очень временные маски. Так что, ребята, вот так вот женщина, ну, я даже не знаю, вот каким словом ее можно назвать, да, чтобы так культурно, деликатно никого не обидеть. Ну, однозначно, этот человек не создан для любви, человек не создан для семьи, потому что у него главное – это деньги. Вот просто любовь ее не устраивает. А вот если бы так любовь, но с деньгами – вот это еще было бы хорошо, да, когда денежный обеспеченный мужчина, это был бы полный шоколад, о котором она мечтает. Но сейчас она находится совершенно в другом шоколаде, который не так вкусно пахнет. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!